Всем добрый день! Сегодня мы приехали на монтаж вот этого замечательного камина Эверест F8. Значит, сейчас поставили трубу, просто примериться. Уберите, пожалуйста, вот эту вот конструкцию, уберите с камина. Сейчас, секундочку. Поставили трубу, примерно намерить. Начертили отверстие. Стена у нас плитка 8 мм, дальше газосиликат и утеплитель. Ждем алмазчиков и вот эту вот штуку будем вырезать. Помимо Эвереста мы в этом видео с вами займемся переделкой вот этого. А это у нас баня-бочка. Баня-бочка. То есть сняли минерит облицовочный. Здесь все в плесени, влага. Базальтовый картон был. Все влажное. Никакого утепления тут толком нет. На торцах чуть-чуть было. Здесь у нас вот так вот вырезан сэндвич, стык трубы, перекрытие, толщина 0,5, никакой изоляции на экране. Сегодня мы с вами будем переделывать и эту баню, и Эверест устанавливать. Пока алмазчики едут, сняли отсюда минерит, защиты 0. То есть, просто дерево, минерит. В принципе, это баня. Я думаю, для бани это нормально, как бы так. Вот, соответственно, вырез сделали больше в одном, во втором листе. Сейчас все это керамической ватой зашьем, к ней уже присверли минерит. Просто заказчик не очень сильно тут готов тратиться. Максимально, что можно сделать бюджетно, чтобы это все работало, мы сделаем. Вот потеки, козырька ничего нет, сейчас козырек тоже будем думать, как что. И одновременно делаем чугунный камин, но пока алмазчиков нет, поэтому этим занимаемся. Так, вот, значит, керамической ватой зашили, сейчас вставляем сюда обратно минерит, зашиваем также с той стороны и делаем дымоход. Вот минерит с большим размером. Сейчас установим и продолжим. Пока мы тут с банькой. Банька у нас следующая. Сделали небольшой козырек, это все потом покрасится. То есть там все у нас зашито. Здесь у нас 10 сантиметров керамической ваты, минерит. Сейчас заказчик привезет сюда еще козырек от дождя. Пока суть до дела, ребята делают нам алмазную резку. Кровли вот так было. Сейчас наметили 4 отверстия в бане бочки нашей. Пока там алмазчики все еще орудуют, продолжаем делать баню. Сейчас будем вырезать квадрат для проходного узла. Собственно говоря, ответ на вопрос, почему течет. Я вырезаю квадрат под проходной узел. Раз отпала, там, как-то легко, да, кровля. Голая доска. То есть, праймера нету. По идее, там праймер должен быть. Потом вот эта штука наплавляется, там греется, клеится. Раз так отходит. Вы прикол сами поймете или, надо это объяснять. Вот она, защитная пленка. То есть я начинаю поднимать дальше. Вот она пленка, да? Здесь раз, вот она пленка. И теперь ответ на вопрос, что где течет, потому что раз скоба, там где еще? Скоба. Все на скоба. Вот скоба. И я не говорю, конечно, за всю крышу, но скорее всего она сделана так вся. Потому что вот, видите? То есть кровлю приподняли, там идеальная чистая досочка. А там под низом пленка. Вон, видите, буковки. Защитная пленка, она не снята. Оно вот так было, его просто прилепили степлером, бах-бах-бах-бах, вот и все, вот вся кровля. Оно не приклеено. Но это дичь. Конечно, мне хорошо, снимать-то легко. И пока отложим, алмазная резка. Значит, все, просверлили нам, вышли мы, собрали. Мама, адаптер, метровая труба, значит, задвижка у нас. По конденсату, естественно, колено. Переход на сэндвич. Сэндвич и юбка все закрываем. Теперь переходим на улицу. Значит, на улице имеем вот такое вот. Тройник, площадка, консоль. Экран сейчас прикрутим, юбку поставим, заглушку поставим. Стена у нас газосиликат. Поэтому вот такие вот дебеля у нас используются. И дебель гвозди соответствующие. Вот, собственно, вот так дело двигается. Один крепеж решили сделать на левую стену. Второй, скорее всего, сделаем
вот сюда и продолжаем. Ответственный этап. Связали между собой 2,5 метра и зонтик окончания. У нас человек на крыше, веревка. Здесь привяжем, один тянет, второй подает. Самый ответственный этап, по-другому не сделать. Очень высокая высота. Оговорка, но ничего. Сейчас поднимаем. Вот, собственно, как оно все получилось. Осталось растопить печку. С камином закончено. Продолжаем быстренько собирать баньку. Там стоял, значит, у нас защитный экран. Без ничего. Базальтовый картон делаем. Вырезаем отверстие. И сейчас кладем его, получается, к потолку. Он что-то даже летит. Пока там напарник все это дело пылесосит. Остатки, так скажем, роскоши. Крепим вот это. Трубы на герметик, на хомутик. И... Так, вот у нас как получилось внутри. Хомутик и герметик. Бак остался. Тут перешли уже на феррум. Тоже через хомут и герметик. Картон базальтовый под экраном. Здесь у нас керамическая вата. Там вырезали зазор. Как бы чуть побольше. И, соответственно, идем делать крышу. Минерит, рокул и вот получается керамическая вата. Сейчас еще в один слой ее наложим, чтобы уровень здесь вывести. И уже надеваем мастер-флейш. Вот вторым цельным слоем, то есть цельный лист, все в размер, облегает трубу. Посадили мастер-флейш на бане, добавили полметровую трубу. И вот так вот у нас получается. Сейчас приедет хозяин и будем топить камин.